Итак, сегодня сделаем краткий обзор на дальность хода. Итак, у нас сегодня холодно, минус 30 показывает за бортом. И хочу вам показать, какой будет расход при езде в такой мороз. И вот нужно отметить то, что сейчас машина стояла с утра уже на таком холоде, и температура батареи там показывает 1-2 палочки. Сейчас включаем. Я вот недавно проехал 7,5 километров, и температура батареи с одного деления поднялась на 2 деления, но при этом появлялась черепаха. Вот у нас сейчас 30 градусов. Появлялась черепаха. Сейчас его пока нет, но ограничение мощности уже все равно есть. У нас всего 7 шариков доступных из 10. Вот сейчас поедем, посмотрим. Сейчас сбросим пробег. Так, расход у нас был 3,5 примерно, 3,7 даже. Его сбросим и сейчас также примерно проедем около 6-7 километров. Крепления для телефона у меня нет, поэтому я сниму сейчас и уже сниму там по окончании. Печку буду ставить на максимум, вот в таком режиме. Так, обогрев сидушки и обогрев руля. Вот в таком режиме. Сейчас, в принципе, всех ездят не быстро. Да и снежок навалило, особо зацепа нет, поэтому гонять смысла вообще нет. И особо нельзя погонять. Поэтому будем ехать медленно. Обычно это 3, 4, 5 максимум шариков обычно бывает уже при разгоне. Обычно 2-3 шарика. Ну, как экономичная езда получается. В общем, мы поехали. Режим Б я держу. Печку, как я говорил, 32 на максимум. То есть, и вентилятор на предпоследний. Уезжал когда в обед, вот те самые 7,5 километров. Тогда рекуперации почти вообще не было. Даже одного шарика не было, когда деление температуры аккумулятора была единица. Сейчас их 2, и появилась какая-то рекуперация, и уже вроде машина как-то даже тормозит чуть-чуть в режиме Б. Ну, это совсем мало, и толку от этого, наверное, особо никакого. Минус 28, сейчас чуть потеплело, и вот печка работает в таком режиме, где-то около 3,5, ну, бывает до 4 иногда прыгает расход по печке. В общем, вот такой вот результат. 6,5 километров проехали, было 51, осталось 27, то есть 24% сожрало за 6,5 километра. То есть у нас, замечу, сох 79 палок. Вот у нас такая печка. Расход у меня показывает 3,6 получается километров на киловатт. Вот такие дела. Замечу, когда ехал обратную дорогу, по другой дороге, когда батарея совсем была холодная, одно деление там было, доступной мощности вот шариков там было 5-6, до 5 опускался, и загорелась черепаха. То есть, что в целом машина как-то нормально ехала, просто пищит черепаха, показывает. Вот. И ограничения у нас не только по мощности, ну и, естественно, по рекуперации. Там вообще рекуперация была почти 0. Вот здесь только чудо было видно, чуть-чуть, а здесь по шарикам вообще ничего не было. Ну и пока мы стоим, с печкой работает, 3-4 стало. Вот, в общем, так и получается, что если вы выехали с холодной батареей, не с гаража, если из гаража, то расход он меньше, то есть он проезжает больше, и особой разницы между 15 градусов ездить и выезжать в 15 градусов и недалеко ехать, это разницы нет. Если вот именно выезжать, машина там всю ночь стояла в 30 градусов мороз, и вы выезжаете в 30 градусов мороз, то вот при сох 70 дальше 30 километров не уедете. Так, вот сейчас у нас минус 29 показывает, везде пишет минус 31. Так, у нас показывает минус 29. Вот мы сейчас выехали обратно, машина стояла около 5 часов,
Или сколько там она стояла. В час я приехал, 4 часа машина стояла при 30 градусах морозе. И вот мы сейчас выезжаем. Температура показывает 2 деления, но уже у нас, как видно, черепаха и всего 5 делений на мощность. Посмотрим, как будет расход дальше. Ничего не буду сбрасывать. Буду ехать как обычно. Печка в том же режиме. В общем, едем. Так, вот мы приехали. 12,9. Ну, те же самые 6,5 километров проехали. Но, как видим, 24, когда было, мы выезжали, 25-24. Сейчас 14. То есть, по сути, у нас сейчас расход в 2 раза меньше получилось. Хотя температура у нас минус 30. Батарея более холодная. И, соответственно, и печка больше жрет. Ну, какие-то вот такие странности. Ну, у нас загорелась черепаха, может, из-за этого она как-то начинает экономить, я не знаю. Вот. Ну, примерно такая ситуация. Но, судя по расходу, который вот сегодня весь день ездил, 2 раза съездил на работу, получается. И, исходя из этого расхода, примерно 30 километров, как я и говорил, мы проедем на Сохи 70. Это по городу. Если по трассе, было бы больше, там 35-40, потому что по трассе едем быстрее, едем меньше по времени, и, соответственно, печка у нас меньше съест за те же самое время. Просто мы быстрее и дальше уедем. Только из-за этого у нас получается расход по трассе больше. У нас сейчас 13. Вот такие дела. Вот там стоит Nissan Note бензиновый, он сегодня вообще не завелся. Аккумулятор сейчас занесли домой. Вот. На лифе я взял и поехал. И на парковке сейчас все пока коптили, прогревались. Я тупо сел и уехал. Вот. Такое преимущество еще есть. Еще у нас планируется видео по исправлению галочки, японской галочки на европейскую. То есть попробуем поставить от американки. Говорят, не совсем то получается, ну посмотрим, потому что она уже куплена, и попробуем поставить и на его подобие сделать отражатель для правой фары. Для левой фары она у нас уже есть. Попробуем все-таки сделать, и если не получится, наверное, в Джипторге будем покупать, но в любом случае пробовать надо. Вот. Видео на канале будет. Если не хотите пропустить, подписывайтесь на канал. Давайте, всем добра.